Добрый день, друзья! В эфире третий выпуск китайского картриджа, меня зовут Юрий, и сегодня мы продолжаем путешествие в мир современных китайских ретро-технологий. Начнем мы, как обычно, с приставки, а также девайсов для нее. Сегодня речь пойдет о 16-битном клоне приставки Super Nintendo. Это необычный клон, то есть нестандартный форм-фактор. Но об этом позже. Я не хотел вставлять сюда рекламу из 90-х, но похоже придется это сделать. Есть несколько моментов в этой рекламе, которые меня немного смутили. Именно на них я бы хотел сейчас обратить ваше внимание. Когда я слышу слово Super Nintendo, меня от удовольствия просто трясет. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Super Nintendo — это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Dendy по всей... Кто бы мог мне объяснить, почему у него в лоб вставлен картридж от геймбоя? Вы что, серьезно? Неужели геймбой был такой безумно крутой консолью, что можно было пожертвовать ради нее своими мозгами, установив в них слот для картриджей? А, я понял. Это скрытый намек в рекламе на то, что консоль является пазлоподобного типа на вроде Тетриса. В принципе, это логично. Но это? Что это? Бешеная обезьяна? Типа что, бешеный шимпанзе имеет какое-то отношение к Донки Конгу? Да, они намекают на это, показывая следующие кадры Донки Конга. Погодите. А здесь что происходит? Он щелкает авторучкой, что-то взрывается, и у него из ушей начинают мгновенно расти волосы. Что это за дичь? Причем здесь ушные волосы? И почему в шариковой авторучке скрыт детонатор? Это что, отсылка к Джеймс Бонду? А волосы из ушей означают старение? Сомнительно, очень сомнительно, ведь такие вещи сугубо индивидуальны. В школе, в дороге, на работе... А здесь пацан играет вообще, сидя на унитазе. Я сразу представил себе, как злой батя этого чувака не может попасть в сортир с утра, а оттуда доносится запашок под звуки геймбоя. Отдых. Тогда геймбой Карманный. со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев. И при чем здесь, скажите мне, американский толстый шериф, который говорит, что геймбой никогда не надоест? Почему он нависает над нами сверху? Типа что, он арестовал нас и повалил для того, чтобы впарить геймбой? Что за дебильные ассоциации? Что это было? Немного позже всю эту дичь из рекламы убрали, запихнули киборга с откручивающейся головой, и реклама стала более-менее разумной. Я не верю, что я это сказал. Возможно, в 90-е было настолько тяжелое время, что надо было наставить побольше безумных, непоследовательных, шокирующих кадров в рекламу, чтобы это сильнее попадало в людей и могло заинтересовать их. Я не знаю. Ну да ладно, перейдем все-таки к приставке. В руках у меня вы видите очередное чудо современных высоких китайских ретро-технологий. Данный клон Super Nintendo даже не имеет маркировки. Он сделан в корпусе от SNES Junior. Только в SNES Junior створки под цвет корпуса, а здесь сиреневые. Производит это чудо китайская контора под названием Gridzest. Примечательна эта приставка прежде всего своей ценой. За полный комплект просят всего 2500 деревянных. Комплектация включает в себя саму консоль, сетевой адаптер с переходником, S-видеокабель для подключения к телевизору и 2 джойстика. У этой приставки даже нет своей коробки, она продается в обычной пупырчатой упаковке, но упаковывают ее добротно, чтобы в пути она избежала повреждений. Как правило, все самое простое почти всегда самое лучшее. Я немного перефразировал, но это не важно. Посмотрим, оправдает ли себя это высказывание в данном случае. Я купил эту приставку специально для регулярного использования как самый дешевый вариант из доступных на современном рынке SNES. Потому как приехавшую из Японии приставку очень жалко использовать регулярно, она для меня скорее является экспонатом, так как в 90-е у меня Super Nintendo не было, как и у многих. Поэтому я решил, что оригинал, как говорится, обязательно должен быть. Ну а на каждый день я возьму что-нибудь современное и попроще, что не жалко. Данный экземпляр имеет классическую американскую серо-фиолетовую расцветку. Наклейки я уже заказывал отдельно и клеил их на те места, где примерно должны быть расположены логотипы. Кнопка включения-выключения приставки выполнена в виде какого-то непонятного тумблера, что весьма непрактично, так как иногда она не срабатывает на выключение. Редко, конечно, но бывает.
Так что перед выниманием картриджа убедитесь, что приставка выключена, чтобы ничего не запороть. Конечно, это классический китайский косяк корпуса, и мне пришлось вытачивать надфилем отверстие побольше, чтобы тумблер опускался вниз до конца. Но об этом мы расскажем в рубрике «Разбор по косточкам», где будем рассматривать внутреннее устройство приставки и джойстиков. Разъем принимает в себя как японские, так и американские картриджи, что довольно универсально. Приставка работает в формате NTSC. На задней панели расположены выходы для адаптера, стерео RCA и S-Video. Позже мы сравним эти два сигнала между собой и выясним, какой из них лучше, а пока рассмотрим комплектный адаптер. Он является импульсным и имеет американскую вилку, но в комплекте с ним идет переходник для наших розеток, что весьма предусмотрительно. Напряжение у него нестандартное 7,5 вольт на 1 ампер. Американцы также смогут пользоваться им, так как он универсальный и на входе поддерживает напряжение от 100 до 240 вольт и 50-60 Гц соответственно. Теперь давайте сравним видеосигналы на примере игры Street Fighter. На экране видно, что подключение с видео имеет более контрастный и насыщенный сигнал. Из-за этого композитный сигнал кажется более мутным и немного белесым, что делает его менее приятным для глаз. Поэтому мой выбор пал на сигналы с видео. Входы для джойстиков. На вид они стандартные, супернинтендовские, 7-пиновые. Попробуем подключить родного японца из 90-х и посмотрим, будет ли он работать. Как мы видим, японец не работает на данном клоне. Видимо, имеется все-таки какая-то разница в распиновке, несмотря на, судя по внешнему виду, классические порты для джойстиков. Тактильные ощущения классического и комплектного джойстика практически идентичны, лишь родные кнопки нажимаются немного помягче, что, конечно, приятнее. За счет этого в играх оригиналы более отзывчивы, чем новоделы. Провод от новодельных джойстиков более тонкий и менее гибкий, то есть менее качественный, чем оригинал. В данном случае я отдаю предпочтение оригинальному джойстику. Но играть все равно придется на новоделах, так как оригинальные не подходят. Говоря о современных джойстиках для Super Nintendo, я бы хотел рассказать вам о новодельной шестикнопочной модели, которая продается отдельно. Только посмотрите на это чудо. Выглядит очень круто, согласны? Помимо стандартных шифтов имеются две дополнительные кнопки на центральной панели. Вверху расположены турбопереключатели, которые вы можете назначить для каждой из основных кнопок. Посередине расположен переключатель замедленного режима. Стоит это чудо примерно 1500 деревянных и продается на все том же высокотехнологичном портале китайских мега-девайсов под названием AliExpress. Кто его производитель, не указано. Уж не знаю, существовали ли раньше какие-нибудь оригинальные шестикнопочные модели, но данная идея является просто шикарной для файтингов. Ведь, как я упоминал во втором выпуске, именно из-за шифтов в файтинге на Super Nintendo играть неудобно, но с этим контроллером этот недостаток полностью устраняется. Правда, выполнено это посредством дублирования шифтов на дополнительные две кнопки, добавленные на центральную панель. Но все равно идея-то шикарная, тем более, что шифты остаются как и раньше на своем месте. Будем посмотреть, как это будет работать. Играть я буду с флеш-картриджа. Это стандартный китайский флеш-картридж для SNES. В нем нет ничего особенного, кроме цены. Лет 8 назад я покупал его за 6 деревянных тонн. Это дорого, если учесть, что самый дешевый флеш-картридж на Алике сегодня стоит порядка 2000 рублей. Зато он запускает некоторые PAL-ROM даже на NTSC консоли. Мне нравится яркий синий индикатор загрузки, который напоминает, что игра грузится с флеш-картриджа. Разъем флешки под SD, но можно использовать переходник и для microSD карты, как в данном случае.
Итак, Street Fighter. Для начала попробуем традиционную вертушку Зангивом. Правда, вертушка здесь у Зангива какая-то бесполезная, она не сбивает с первого попадания и в ней нельзя двигаться. Еще один минус геймплея по отношению к Сеге, хотя, скорее всего, это зависит от самой игры. Отлично. Особенно приятно, если учесть, что для всех кнопок можно назначить турборежим. Теперь потестируем D-pad посредством спиннинг пайл-драйвера. D-pad работает прекрасно. Прием получается всегда. Традиционный и лучший для Super Nintendo Fighting Killer Instinct. Комбо выполнять тоже стало намного удобнее. Подведем итог. Прекрасный девайс от китайских инженеров. Потратив 1,5 тонны деревянных, можно сберечь уйму нервов, играя в любимые файтинги. Обзор игр мы начнем с платформы Game Boy, тот самый, что всегда с тобой. Оригинального Game Boy у меня нет, и совсем нет желания его приобретать. Я не понимал в 90-е так же, как не понимаю сейчас, как можно играть на маленьком экранчике, да еще и в зелено-болотных тонах, если бы не следующее устройство, которое поменяло мое представление о Game Boy в корне. Конечно же, я говорю о девайсе Super Game Boy. Он позволяет проигрывать картриджи для Game Boy через приставку Super Nintendo на нормальном экране, да еще и в цвете. Правда, поддерживает он всего лишь 4 цвета одновременно. Данный девайс совсем не китайский, а родной, японский. Он имеет свою маркировку и был выпущен в 1994 году в Японии, конечно же, самой компанией Nintendo. Любопытно, что если вставить Super Game Boy в Super Nintendo, то без картриджа для Game Boy сам по себе отдельно он работать не будет. Играть мы будем в современный китайский сборник для Game Boy 61 в одном. Он представлен в симпатичном полупрозрачном корпусе с красивой наклейкой и батарейкой внутри для сохранения игр. Забавная вещь эта батарейка. Я слышал, что сохранение работает только в определенных играх, но как это происходит, понятия не имею, так как пока не вижу в сохранениях никакого смысла. Для начала расскажу о самом меню для переходника Super Game Boy. Если зажать левый Shift и не отпуская нажать правый, то появится менюшка с дополнительными возможностями. В первом пункте менюшки есть возможность смены цветовой палитры на разные вкусы. Всего предложенных палитр 32 штуки. Выбрав дополнительную палитру, вы сможете сменять ее на изначальную прямо во время игры, нажимая кнопку X. Это очень удобно, иметь запасную активную палитру. Во втором пункте можно поменять оболочку Super Game Boy. Прикольная тема, которая разнообразит края экрана, чтобы игроку не было обидно от того, что изображение не во весь экран. Третий пункт позволяет сменить управление. Четвертый пункт я считаю самым интересным. Он позволяет самому игроку подбирать нужную палитру под данную игру. Потому что бывает иногда, что некоторые локации в играх сильно мозолят глаза и очень хочется сменить их цвет. Как раз здесь это и можно сделать, причем прямо во время игры. Просто заменяйте любой из 4 цветов на более приятный. Это очень классно придумано.
5-й пункт – это по большому счету баловство. Здесь можно самому разрисовать оболочку или даже саму игру. Честно говоря, не знаю, зачем здесь эта функция. Возможно, это сделано для принтера, который можно было подключить к Game Boy и затем распечатать разрисованное изображение геймплея. Очень интересно, что если здесь что-либо нарисовать или написать, а затем какое-то время ничего не делать, то на экране появляется уборщик, который начинает тряпкой стирать ваше художество. И это довольно забавно. Естественно, если нажать какую-нибудь кнопку, все возвращается обратно. Казалось бы, все это мелочи. Но, как сказал Шерлок Холмс, нет ничего важнее мелочей. Эти мелочи делают использование оригинального Super Game Boy очень приятным, несмотря на кажущуюся простоту. Теперь перейдем к картриджу. Данный сборник содержит в себе 61 игру, из которых 57 для Game Boy и 4 для Game Boy Color. Еще необходимо заметить, что Super Game Boy не запускает игры для Game Boy Color. Для этого необходим другой переходник, который мы рассмотрим в следующих выпусках. У некоторых игр здесь перепутаны названия. Например, та игра, с которой мы сегодня начнем, 56-я в списке и называется Super Bombliss. Но когда мы ее запустим, мы увидим совсем другую игру, так как Bombliss является разновидностью Тетриса. И вот на этой другой игре я и хочу заострить ваше внимание. Называется она Boomers Adventure in Asmic World, но в данном случае у нас японский вариант, поэтому здесь назовем ее кратко Asmic-kun World. Связано это с тем, что в японской версии игры главного персонажа зовут Асмик, так же как и компанию разработчика, а в американской версии это Бумер. Персонаж жвачки Бумер из 90-х не имеет никакого отношения к данному, потому как там был какой-то резиновый хрен, а здесь розовый динозаврик в стиле Bubble Bobble. Кстати, мы всегда в 90-е говорили Bubble Bubble, потому что Bubble Bobble звучит как балабол. А еще есть Bumblebee, Dumbledore, но это вообще не в тему. Игра вышла в Японии в 1989 году, в Америке в 90-м. Она представляет из себя бродилку по лабиринтам с видом сверху с элементами пазла. Ну конечно, как я мог забыть, это же Game Boy, и якобы пазлы и тетрисы должны быть актуальными для данной консоли. Поэтому, когда я во втором уровне наткнулся на мозголомку в стиле «я хрен его знает, куда идти и что тут делать», удивляться, наверное, не стоило. Но небольшая обидка все-таки затронула уголок моей души. Я-то как наивный надеялся хоть на какой-то драйв. Но нет, придется поломать голову. Начались трудности с того, чтобы найти хоть какое-то действие, так сказать, управу на монстров, которыми нашпигован лабиринт замка. Первое, что я попробовал, это, естественно, кнопки действия А и Б. Но ничего не произошло. Затем, во время тупого бегания по лабиринту, я вдруг случайно зажал кнопку А, и на мое удивление Асмик выкакал звездочку, которая немного задерживает врагов. Затем у меня кончилось терпение, и я пошел читать инструкцию. Как оказалось, если держать кнопку подольше, то можно выкапывать ямки для своих врагов. Но мне скорее показалось, что это паутина, потому как на ямы это никак не похоже. Физика напоминает дигдаг, где мы надували противников. Только в дигдаг они лопались, а эти гады снова вылезают из ям. Даже в лодранере можно было уничтожить противников, потому как ямки зарастали сами. Здесь же, пока кто-то не напорится на эту дремучую паутину, убрать ее невозможно. Можно, конечно, застрять в ней самому, и тогда она пропадет, но в этом случае появляется риск, что нас настигнут враги, черви или ракушечники. Поиграв в игру немного подольше, я наконец нашел способ уничтожения противников. Оказывается, их нужно закапывать, как только они попадают в яму, но все равно это происходит не так-то быстро. Поэтому, если противников двое, приходится делать ноги. Сложнее всего оказалось найти ключ. Ключ нужен для выхода из лабиринта. Он выпадает из врагов, когда те попадают в ямку. Причем яма должна быть выкопана полностью, иначе они ее закопают обратно. В основном ключ всегда спрятан в одном и том же месте данного лабиринта и зарыт в земле, но зачастую его выкапывают враги и таскают с собой. Причем, если они выкопают другой предмет, то ключ зарывают обратно уже на место этого предмета. Поэтому это-то и так сложно найти этот самый ключ. Призики в игре немного облегчают прохождение, если его вообще можно назвать легким, в чем я лично сомневаюсь.
Только не с такой физикой и геймплеем. Хорошо хоть что есть оружие. Косточкой можно прибить врага. Бумеранг возвращается обратно. Не всегда, конечно. Компас указывает, где зарыт или ходит ключ, но надолго его не хватает, через определенное время компас пропадет. Иногда он необходим, чтобы найти побыстрее ключ. Радар дает звуковой сигнал, если ключ находится рядом. Также есть дополнительные жизни, временная неуязвимость, но их дают крайне редко, так как они появляются рандомно. Сначала вы увлечены геймплеем и не замечаете ничего особенного. Но спустя 5 минут игры эта однообразная музыка так дает по ушам и мозгам, что откровенно не хочется продолжать. И даже если вас каким-то чудесным образом затянет этот нудный геймплей, долго слушать этот собачий вальс просто нереально. В 8-м уровне нас ждет первый босс. И здесь мы наконец получаем первый пароль. В битве с боссом выкапываем косточки, которые зарыты по всему уровню, и кидаем в него, чтобы победить. Будет сложно, сразу предупреждаю. Этого резинового колобка динозавра Панка вы запомните надолго, нервотрепка здесь гарантирована. Даже когда я дрался с ним повторно, я сливал по 40 жизней. Слава богу, что вводить пароль хоть заново не надо, он вводится автоматически. После победы тоже дается пароль, что весьма удобно. Затем наконец-то меняется музыка, а также происходит смена локаций и появляются новые враги. Также с новыми врагами появляются новые призы, которые дают новые способности. Например, роликовые коньки дают скорость, а лопата – возможность быстро выкапывать и закапывать ямы. И здесь, наконец, игра становится более динамичной и разнообразной. В игре 32 уровня, которые после прохождения повторяются в обратном порядке. Итого 64 уровня. Сложность игры заключается в том, что иногда времени катастрофически не хватает, чтобы найти ключ. Враги постоянно респавнятся. Причем с каждым уровнем они становятся все хитрее и их становится больше. Ракушечники прячутся в свои ракушки, если в них просто кинуть косточку или бумеранг. Таким образом, если вы ее так просрали, то у вас ничего нет, и надо уносить ноги в другую часть уровня за другой косточкой, потому как по одному они ходят редко, или бежать за бумерангом. Я с ракушечниками борюсь так: сначала их заманиваю в ловушку, а уж потом убиваю или косточкой, или бумерангом. Или если они нападают по одному, то просто закапываю их в землю. Я понимаю, что вкусы у всех разные, и возможно кому-то нравятся подобные игры. Но я не очень люблю пазлы, которые не дотягивают до аркад, и аркады, которые не являются пазлами. К данному типу, я думаю, можно отнести и эту игру. Конечно, первое впечатление от игры довольно унылое, но если заморочиться и поиграть подольше, то игра становится интереснее и динамичнее. Вопрос в том, что не каждому хватит терпения разбираться в этих заморочках. Следующая игра настолько редкая, что мне пришлось искать ее отдельно, так как ни на втором сборнике для Game Boy 108 в одном, ни на флеш-картридже ее не оказалось. И кажется, я понимаю почему. Но давайте по порядку. Сначала флеш-картридж. Оформлен он довольно симпатично, с картинкой в стиле первого Adventure Island. Имеет темный полупрозрачный корпус, через который просвечивают дата выхода, версия, батарейка для сейвов и вход для флешки, а также эмблема производителя Key Technology в форме листочка клена. На данный момент на AliExpress Key Technology является самым популярным производителем флеш-картриджей для разных платформ. Ну а когда мы его вставим в Super Game Boy, то увидим яркое мигание зеленого светодиода при считывании. Данный флеш-картридж изначально содержит в себе около 700 ромов для Game Boy и Game Boy Color, разбитых по регионам, платформам и буквам. И все же мне пришлось лезть в архивы и записывать вторую часть игры отдельно. Как оказалось, искал я довольно напрасно, ибо сначала вторая часть мне показалась гораздо хуже первой. Почему? Давайте обо всем по порядку. Сначала немного о самой игре. Данная игра вышла в мае 1991 года в Японии и за ее пределами больше нигде не выпускалась. В описании указан жанр Trap 'em up, загони их в ловушку.
В игре Асмик Кун должен построить дорогу от входа до выхода в каждом уровне, для того, чтобы спасти детенышей от врагов. Звучит просто, но на самом деле это не так. Музыка здесь вроде получше, но графика выглядит так, как будто что-то не так с ромом. На самом деле все так и должно выглядеть, просто рисовка не очень хорошая, даже для Game Boy. Музыка не такая отвратная, как в первой части, но и приятно ее назвать нельзя, потому как со временем и она начинает действовать на нервы. И теперь перейдем к самому главному – геймплею. Как только игра начинается, необходимо строить дорогу от входа до выхода. Но первая сложность, с которой мы сталкиваемся, это управление. Оно очень дубовое. Сначала я пытался, естественно, выполнить какое-нибудь действие с помощью кнопок А и Б, но это не сработало. Оказалось, что для того, чтобы построить блок, надо сначала нажать кнопку А, затем джойстиком выбрать направление и потом еще раз нажать кнопку А. Кнопка Б означает прекращение строительства дороги. Но, как оказалось, не во всех направлениях можно строить дорогу. Из-за этого кажется, что Асмик тупит по-черному. Но это не самое страшное. Потому как в то время, пока вы будете разбираться с управлением и в какую сторону построить блок, из входа вылезает детеныш и бежит по построенному вами пути. Если этого молокососа не вернуть обратно, а для этого необходимо бросить строительство и вернуться назад ко входу, то враги атакуют, и чтобы спасти малыша, необходимо бежать драться с ними. Здесь уже наконец-то включается аркадный режим. Необходимо ставить бомбы, чтобы враги в погоне за вами подрывались на них. Не забывайте собирать оставшиеся после них призики, которые дают различные улучшения вроде скорости и количества бомб. Кстати, Бомбермен тут случайно не замешан? В первой части мы выкапывали и собирали призики в виде различных улучшений, а здесь уже откровенно бомбы. Но вернемся к описанию геймплея. Как только вы всех уничтожите, детеныш спасен, и его нужно отвести обратно на начало уровня, и уже только потом вернуться к строительству дороги. Но здесь я попал в замкнутый круг. Дорога отказывалась строиться в нужном мне направлении. Я несколько раз возвращался назад, чтобы спасти детеныша, и скажу вам, это происходит бесконечно. Пытайтесь строить дорогу, затем возвращайтесь спасать детеныша. Снова пытайтесь строить и снова спасать. Я-то думал сначала, что Асмик тупой, но неужели детеныш настолько глуп и не понимает с 10-го раза, что на него нападут снова, если он выбежит до конца строительства дороги? Когда меня это достало, я решил подсмотреть прохождение. Сначала я думал, что дорогу нужно строить только по определенному скрытому маршруту, но пройти так, как было показано на инструкции, у меня не получилось. И тут я понял, что набор блоков дороги внизу у меня отличается от того, что на инструкции. Это навело на мысль о том, что необходимо использовать только оставшиеся блоки для того, чтобы проложить маршрут. Поэтому их всегда разное количество. Кто бы мог об этом догадаться? Особенно в 90-е, когда не было интернета. Как только мы проходим первый уровень, наконец-то нам показывают заставку и дают пароль. Неужели? Хоть в чем-то, кроме музыки, вторая часть оказалась лучше. Все просто. Чтобы улучшить геймплей в пазле, просто дайте пароль после прохождения каждого уровня. Да и заставку посмотреть приятно после стольких мытарств над одним уровнем. Также еще одним существенным улучшением является добавленная в аркадный режим полоска жизней, то есть лайфбар, потому как в первой части враги убивались с одного удара. И благо здесь нет проклятого таймера, который в первой части являлся самым сложным противником. Далее в игре уровни становятся длиннее и замороченнее. Они разделяются на несколько подуровней, и на них необходимо идти правильным путем. Также нужно рассчитывать, каким путем построить дорогу, чтобы хватило необходимых блоков. При этом нужно учитывать препятствия и строить дорогу именно с той стороны выхода, где он предусмотрен. В игре даже нет паузы. Можно спокойно стоять и думать в начале уровня, где поставить какие блоки. А также спокойно возвращаться в начало экрана, чтобы кнопкой А убрать отстроенную дорогу обратно. При этом количество очков и блоков остается неизменным. В целом довольно трудно сказать, является ли вторая часть лучше первой, они все-таки разные. Но общее впечатление от обеих игр меняется после некоторого затраченного на них времени. Они проходимы, хоть и с некоторым трудом, и не сразу. Что-то хорошее можно в них найти. Например, то, что если у вас в 90-е не было других картриджей, то одолеть эти игры было бы большим плюсом в вашей библиотеке пройденных игр. Я не люблю очень сложные игры, которые сейчас называют хардкорными. Что за слово вообще такое, хардкор? Я знаю, что есть стиль музыки хардкор, я, кстати, слушал его в 90-е. А тут, походу, просто взяли понравившееся слово и приписали его к играм, чтобы звучало брутальнее. Хардкор.
Настоящий хардкор там, где есть слэм, толпа и тяжелая музыка. Вот что такое хардкор. Да и хрен бы с ним, с этим хардкором, потому как если игра непроходима в принципе, то она не играбельна. Эти две игры на Game Boy вполне играбельны, и на них можно потратить время, хоть это осознается и не сразу. Следующая, третья по счету игра в серии вышла в конце 1991 года на Famicom. Она представляет собой фантазийный платформер-сайд-скроллер. Сюжет игры заключается в том, чтобы победить монстров и собрать 6 фрагментов страны Асмика, а также разбудить бога-дракона для создания рая в этой самой стране. Страна Асмик – это маленький древний остров из легенды, а бог-дракон является ее создателем. Ничего вам не напоминает? Остров, древность, платформер, сайд-скроллер, динозаврик. Когда начинаешь играть в эту игру, убеждаешься в своих догадках. Игра действительно напоминает Adventure Island, причем чем дальше ее проходишь, тем больше убеждаешься в этом. Динозаврик Асмик сильно напоминает ледяного динозаврика из Айленда. Навыки из Айленда реально помогают и здесь, если вы привыкли к атакам синего динозаврика хвостом. Кнопка Select здесь включает примерно похожее меню дополнительных способностей, которые можно покупать за определенное количество яиц. Яйца дают по одному за каждого убитого врага. И, конечно, самое интересное то, что в игре точно так же бесконечная континью, которая не отнимает у вас честно заработанный, купленный за яйца арсенал дополнительных способностей. В какой-то степени это можно даже считать элементом RPG. В игре 9 уровней, каждый из которых состоит из 2 подуровней и босса. Первый уровень, лужайка, представляет из себя кухонные приборы, ножи, вилки и яичницы. Сложность представляет собой второй облачный подуровень, на котором нельзя наступать на желтые облачка, иначе Асмик начнет икать, и это сильно мешает управлению, из-за чего он запросто может погибнуть. Затем будет босс. Надо вам отдельно рассказать, что из себя представляют битвы с боссами. Как правило, это лабиринтообразный линейный путь, который необходимо преодолеть с помощью поддержания равновесия. Начинается битва с классической игры камень-ножницы-бумага, но работает эта система, слава богу, не по принципу однорукого бандита, а по принципу рулетки. То есть компьютер по команде начинает быстро листать одно, другое, третье, а вам просто необходимо попасть побеждающим предметом на проигрывающий. Например, ножницами на бумагу и так далее. В принципе, в основном здесь все зависит от вашей реакции, но иногда компьютер себе подыгрывает, хоть и редко. Особенно ближе к концу игры. Затем, если вы выиграли раунд, то Асмик продвигается вперед на некоторое расстояние. Чтобы ему помочь, необходимо зажать кнопку А, это ускорит его движение, и поддерживать D-падом равновесие, которое указано в центре экрана в виде 2 полосок. И так каждый раунд. Если вы проиграли раунд, то вас отбросят назад. Не забывайте в таком случае также быстро продвигаться вперед, сохраняя равновесие. Когда вы дойдете до конца маршрута, то вы победили. Затем откроется магазин, в котором вы можете купить себе дополнительные способности в виде возможности крутиться кувырком, летать, убивать всех на экране, временной неуязвимости, остановки времени и так далее. Следующий уровень, камни, представляет из себя аптечные принадлежности, пластыри. Второй подуровень, перемещение по этажам. Здесь битва с боссом реализована немного по другим правилам. К этому моменту важно подготовиться, для этого вам понадобится собирать побольше яиц с убитых врагов, потому как каждый ход будет требовать по 3 яйца. Если вам не хватит яиц, вы проиграете и отправитесь на начало уровня. А в остальном принцип тот же, зажимайте А для ускорения и держите равновесие D-падом. Следующий уровень – дорога. Он представляет из себя локацию с овощами, фруктами и грибами. Здесь надо опасаться стреляющих глазастиков. Босс здесь также побеждается количеством яиц, как и предыдущий. Следующий уровень – гора. Это пещеры. Здесь надо опасаться головастиков. Они слепые и начинают нас атаковать, как только мы прыгнем. Босса придется побеждать с помощью камень-ножницы-бумага. Следующий уровень – лес. Здесь надо опасаться летающих насекомых. Во втором подуровне нельзя наступать на желуди, иначе Асмик снова начнет икать, и испорченное управление может его погубить. Сквозь желуди можно пройти насквозь, только не наступать на них. Босса здесь побеждаем камень-ножницы-бумагой. Следующий уровень – озеро. Он представляет из себя песочно-грязевую локацию с помидорами. Здесь нельзя наступать в грязь, иначе мы не сможем пользоваться дополнительными возможностями. Очиститься от грязи можно в воде. Также нужно опасаться стреляющих глазастиков и вихрей. Босса побеждаем камень-ножницы-бумагой. Следующий уровень – остров. Локация с мороженым. Второй подуровень – плывем под водой.
Здесь геймплей немного меняется. Для того, чтобы быстрее всплывать, надо зажимать кнопку А, в отличие от Марио, где эту кнопку надо, простите, задрачивать, чтобы он быстрее всплывал. Здешние враги очень сложные. Летающие гады на метлах, кидающие бомбы, их надо остерегаться больше всего. Босс-бегемот довольно сложный. Любит себе подыгрывать. Побеждаем его камень-ножницы-бумагой. Следующий уровень – океан. Здесь у нас есть полоска кислорода, поэтому необходимо периодически подниматься на поверхность за воздухом. Остерегаемся стреляющих рыб и водоворотов. Босса пробегаем с помощью количества набранных яиц. Последний уровень – секретный. Это драконья локация. Оформлена она в ночном стиле с луной и звездами. Остерегаемся самолетиков с бомбами и стреляющих глазастиков. Не забудьте набрать побольше яиц, с их помощью надо побеждать последнего босса. В конце все монстры разбегаются, и мы освобождаем остров. К сожалению, никакой больше заставки здесь кроме текста нет. В 90-е мы очень возмущались, если после прохождения игры не видели никакой заставки. Здесь же можно получить удовлетворение именно от самого красочного геймплея, так что за концовку не очень обидно. Теперь хочу с вами поделиться секретиком. В принципе, до него догадаться и самому нетрудно. В игре можно читерить, и даже нужно, иначе вам не хватит жизней. Есть здесь одна особенность. При нажатии на кнопку Select, как мы знаем, выскакивает меню выбора способностей. Здесь выбираем последнюю опцию Sell и заходим в магазин. Теперь наводим на третий пункт с вопросиком и заходим сюда. Здесь можно попытаться выиграть от 1 до 10 жизней, даже если у вас всего одно яйцо. Выбираем любой блок. Выигрыш есть всегда и получаем дополнительную жизнь от 1 до 10. Правда, с одной попытки забирают сразу все яйца. Но убив кого-либо, можно вернуться с одним яйцом и продолжить. Таким образом можно набирать и по 40 жизней, и даже больше. И это нужно делать, чтобы пройти игру, иначе Continue будет отбрасывать вас на начало уровня. Ну и, как я уже говорил, со смерти у нас не отнимают купленные способности, так же как в Adventure Island, и мы можем накопить их аж до 15 штук каждый. В целом, впечатление от игры сначала не очень хорошее, но потом, разыгравшись, появляется желание ее пройти. Геймплей достаточно спокойный, неторопливый, и игру можно даже назвать счастливой, если читерить. А читерить придется, так как она не такая уж и легкая, и представляет собой по сути сплошную ловушку для новичка. Ну, надеюсь, я на этом закончил с трилогией по вселенной Асмика, если можно так сказать. Теперь вернемся к Super Nintendo. Хочу рассказать вам об этом картридже с AliExpress 70 в одном. Оформление картриджа довольно симпатичное. На картинке мы видим Бомбермена и маркировку евро. Картридж имеет PAL формат, но на данной TSC приставке я смог запустить с него аж целых 57 игр. Теперь давайте посмотрим список, какие игры есть на картридже. Из игр, которые не запустились с данного картриджа, на данной приставке стоит отметить ActRaiser 2, Batman и Robin, Batman Returns, Biker Mice Mars, Donkey Kong Country 1, 2, 3, Joy Mac 3, R-Type 3, Secret of Mana, Sparkstar, Super Mario All Stars и Terranigma. Необходимо упомянуть и то, что данный сборник абсолютно аналогично работает и на оригинальном японском Super Famicom. Теперь рассмотрим одну из ранних игр на Super Nintendo. Называется она F-Zero. Я думаю, ее знают если не все, то многие. Вышла эта игра в 1990 году на Super Famicom в Японии и в 1991 на Super Nintendo в Америке. Она входила в стартовый набор игр, поставлявшийся в комплекте с приставкой. Также сюда входил и Super Mario World. Интересно, Стиплер тоже продавал Super Nintendo в такой комплектации? Скорее всего нет, иначе бы у нас эта приставка пользовалась гораздо большей популярностью, так как игры эти довольно неплохие. Но суровые 90-е с их постоянными кризисами и безработицей не делали никаких послаблений. Скорее всего, жадный Стиплер прекрасно знал о полной комплектации, но продавал эти картриджи отдельно. Но, может быть, я не прав. По крайней мере, я об этих комплектных играх никогда не слышал от владельцев Super Nintendo. Если вы что-нибудь об этом знаете, напишите, пожалуйста. Вернемся к F-Zero. Игра представляет собой футуристичные гонки от третьего лица с красивыми локациями.
В игре 4 вида транспорта, и у всех свои разные технические характеристики. Можно я буду называть их спидерами, как в «Звездных войнах»? Например, желтый спидер быстрее всех разгоняется, но имеет самую маленькую максимальную скорость. Я пробовал им играть, мне не понравилось, и показалось, что он управляется хуже синего. Перед стартом игры можно выбрать лигу для участия в гонках. Затем выбираем уровень сложности. Всего в игре 5 уровней, но с каждой лигой они усложняются добавлением различных хазардов. Хазард — это не что иное, как внешний рисковый фактор, который пытается повлиять на вашу победу. Это всевозможные мины на треке, пропасти, замедляющий песок, вода и так далее. Первый трек — беззвучный город. Он самый легкий, здесь просто можно соревноваться с противниками, кто быстрее. Бесит на треке бесконечные противники, которые довольно сильно мешаются. С каждым кругом дают суперускоритель, который временно ускоряет разгон спидера. Его можно использовать всего один раз, нажав кнопку А. Также можно его использовать на прямой, а можно подождать подходящего момента. Всего можно накопить до 3 суперускорителей, которые отображаются в правом нижнем углу экрана. Кнопка B здесь отвечает за ускорение, а Y — это тормоз. В правом верхнем углу у нас имеется полоска жизней, так называемый лайфбар. Кстати, как мне показалось, у желтого спидера он отнимается быстрее. Синий гораздо выносливее, поэтому отчасти мой выбор пал на него. Лайфбар можно восполнить с космического корабля, если двигаться по специальной выделенной полосе после или перед финишной прямой. Вторая трасса, большая синяя, уже посложнее. Здесь больше песка, появляется вода, на которой заносит. Если задеть стенки трассы, также отнимаются жизни, поэтому я не рекомендую толкаться с противниками, потому как столкновение с оппонентами часто приводит к смещению траектории движения в сторону стенок трассы. Третья трасса — Песочный океан. Здесь уже круче повороты и много песка. Противники здесь становятся умнее, так что с ними уже приходится бодаться. Четвертый этап — Смертельный ветер. Здесь нас сдувает ветер, много песка на трассе, и она достаточно узкая, хоть и абсолютно овальная. Бодаться здесь придется много. Также на трассе есть ускорители. Пятый, последний трек — Тишина. Здесь уже едем или летим ночью. На трассе много песка, не забывайте пользоваться трамплинами, чтобы его перепрыгнуть. Противники здесь еще более подлые, поэтому бодаться и бодаться. И не забывайте пополнять жизни, иначе не доедете до финиша. На каждых 10 тысячах очков дают дополнительную жизнь, поэтому старайтесь всегда приходить первым, хоть это и не обязательное условие для победы. Первая лига, Рыцарь, не вызывает проблем с прохождением. Давайте перейдем ко второй. Лига Королева. Начинаем с первой трассы, только в усложненном виде, Беззвучный город 2. Здесь добавили поворотов, трамплинов и песка. Пройти ее не составит труда. Пользуйтесь трамплинами, они не только ускоряют, но и позволяют перепрыгнуть песок на трассе. Вторая трасса – Ночная, Портовый город. Здесь также добавили трамплинов и песка, а также появилась пропасть. Осторожнее с противниками, они могут вас столкнуть, и это сразу смерть. Повороты здесь круче, противники злее. Остерегайтесь магнитных полей, которые притягивают к краям трассы. Третья трасса – Красный каньон. Песочная трасса. Много песка, повороты стали круче. Не забывайте пользоваться трамплинами. Четвертая трасса – Белая страна. Здесь много песка и воды. Преодолеваем песок с помощью трамплинов. Перед водой желательно притормозить, чтобы не заносило. Пятая трасса – Белая страна 2. Вода, песок, крутые повороты. Иногда повороты можно срезать. И вот здесь мы сталкиваемся с первым непроходимым местом в игре. Пропасть в конце круга настолько большая, что ее невозможно перепрыгнуть. Как правило, если кто играет в первый раз, то здесь происходит стопроцентный слив всех оставшихся жизней. И начинается мозголомка, как же перепрыгнуть эту пропасть. Сначала я попробовал переиграть игру на другом спидере, думая, что мне не хватает разгона. Выбрал желтого как самого быстрого и опять же, дойдя до этого места, слил все жизни. Потом я подумал, может быть я что-то не так делаю, и попытался понаблюдать за противниками. Но они прыгали в разных местах и исчезали, судя по всему, на них пропасть не действует. Трамплинов перед пропастью я тоже не нашел, так как пытался перепрыгнуть ее в разных местах. Оказалось, что первая версия и есть самая правильная. То есть мне действительно не хватало разгона из-за предыдущего кругового поворота, который еще и находится в воде. Вот именно это место и стало камнем преткновения к прохождению трассы.
Нужно всего лишь проехать или пролететь его максимально быстро, без столкновений, чтобы скорости хватило на длинный прыжок. Далее уже все просто. Перед прыжком мы будем использовать суперускоритель, который выдается нам с прохождением каждого круга. Главное сделать первый удачный прыжок. Третья лига – Король. И первая трасса – Беззвучный город 3. Схема здесь как у самой первой трассы, но усложнена она некоторыми дополнительными препятствиями и минами, а также множеством песка по бокам. Ну и проходится она без проблем. Главное избрать безопасный путь через мины. Вторая трасса – Смертельный ветер 2. Это овал, усложненный дополнительными поворотами. Здесь противники довольно настойчивы и запросто можно погибнуть, поэтому пополняйте лайфбар, замедляя скорость на специальном участке. Правда, при этом можно и взад получать, но по крайней мере хотя бы выжить. Третья трасса – Портовый город 2. Все предыдущие препятствия третьего трека остаются, но добавляется парочку крутых поворотов. И противники становятся более агрессивными. Очень агрессивными. Четвертая трасса – Красный каньон 2. Еще более усложненная песочная трасса, но она маленькая и, как правило, не вызывает проблем. Здесь добавили минное поле, которое легко проехать по прямой. И зигзагов стало больше, но они замедляют лишь компьютерных оппонентов, а не нас. Пятая трасса – последняя, Огненное поле. Она уникальная, хоть и представляет из себя усложненный вариант пятого трека. Вот здесь приготовьтесь к мясу. Все предыдущие пройденные трассы сразу становятся ерундой, как только вы попытаетесь пройти этот этап. Первое, что бросается в глаза, это обилие крутых поворотов, перед которыми придется конкретно оттормаживаться. Но беда не приходит одна, за первым сразу же следует второе. Это конкретная агрессия противников. Каждый из них пытается вас протаранить или не пустить, уже не считая минного поля, песка, воды и магнитных полей. Здесь придется восполняться на каждом круге, теряя скорость, чтобы не погибнуть. Чтобы выиграть, здесь достаточно приехать третьим, и скажу я вам, это очень нелегко сделать даже на самом легком уровне сложности. Единственное, как мне удалось это сделать, это использовать суперускоритель перед магнитными полями, а после восполняющего поля наезжать на искусственный ускоритель. Только если так. Общее впечатление от игры положительное, если не считать завышенную сложность. Музыка хорошая, графика тоже, геймплей увлекательный. Сюжет здесь по большому счету и не нужен. В игре есть концовка, но чтобы ее получить, необходимо пройти игру на самом сложном уровне сложности. Это, извините, задротство. То есть фактически геймдизайнеры этим самым нам говорят следующее. Ты недостоин концовки, хотя и старался. Надо стараться больше. Это, конечно, нечестно. Но больше у игры недостатков я не увидел. Итак, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Впереди еще очень много интересных девайсов от китайских производителей, и мы к ним обязательно вернемся. С вами был Юрий, до встречи.